Животные часто обладают удивительной способностью чувствовать, кому можно доверять, а кому нет. Умирающий тигр умолял о помощи, и то, что произошло дальше, действительно невероятно. Андрей жил в небольшом одиноком доме, расположенном в диких местах вдали от больших городов. Зимой его дом нередко оказывался отрезанным от внешнего мира из-за обильных снегопадов. В один из таких морозных дней Андрей услышал громкий стук в дверь. Насторожившись, он взял старое ружье лишь для того, чтобы отпугнуть незваных гостей в случае опасности. Встреча с дикими животными или браконьерами в этих глухих краях всегда таила в себе серьезный риск. Андрей осторожно приоткрыл дверь и тут же услышал глубокое рычание. Этот звук был ему хорошо знаком, это рычал тигр, причем, судя по громкости, зверь был очень крупным. Андрей быстро вернулся в дом, но, взглянув в окно, он увидел ужасающую картину: огромный тигр лежал на снегу недалеко от дома. Бедное животное стонало от боли и, кажется, едва держалось на своих лапах, с трудом приподнимая голову. Сердце Андрея сжалось от жалости к несчастному зверю. Он начал лихорадочно обзванивать приюты и спасательные службы, умоляя о помощи. Но большинство из них не смогли выехать из-за сильных снегопадов и метелей. Лишь один спасательный центр согласился выслать команду, однако им требовалось не меньше часа, чтобы добраться до дома Андрея. А тигр, судя по всему, отчаянно нуждался в немедленной помощи. Мужчина решил попытаться хоть как-то помочь зверю, пока едет спасательная команда. Он открыл окно и бросил хищнику кусок мяса, но тот даже не обратил на него внимания. Затем Андрей вылил бутылку воды прямо на снег рядом с тигром. Хищник приподнял голову, сделал пару глотков, но тут же со стоном выплюнул воду обратно и вновь уронил голову на снег. Казалось, даже такое небольшое усилие окончательно вымотало его. Наконец, через час во двор въехал грузовик спасателей. Но их приезд явно не обрадовал умирающего тигра. Услышав шум, он попытался приподняться на лапы, но вновь упал без сил. Когда тигра окружили люди, зверь запаниковал. Обычно раненые и ослабленные животные представляют наибольшую опасность, но в этот раз тигр был слишком истощен, чтобы сопротивляться. Команде пришлось применить транквилизаторы для обездвиживания хищника. Как только тигр уснул, его внимательно осмотрели. Андрей присоединился к спасателям и увидел на лапе тигра большой старый шрам. И тут мужчина понял, почему тигр пришел именно к нему. Ведь они были уже давно знакомы. Около 3 лет назад старая домашняя собака Андрея убежала в лес. Когда он отправился на ее поиски, питомец привел его к крошечному беспомощному тигренку, который застрял в капкане, оставленном браконьерами. Лапа детеныша была сильно травмирована. Поблизости не было видно мамы-тигрицы, которая, вероятно, вынуждена была бросить травмированного малыша, считая, что у него нет никаких шансов на выживание в дикой природе. Андрей аккуратно освободил тигренка из капкана и отнес к себе домой. Он назвал детеныша Дик и на протяжении нескольких дней самостоятельно ухаживал за ним, следуя советам ветеринаров по уходу и кормлению крошечного хищника. Несмотря на серьезную травму, благодаря заботе Андрея Дик смог выжить и понемногу окреп. Когда прошел год, Дик начал все чаще уходить из дома и гулять по лесу. А однажды он вовсе не вернулся, похоже, окончательно присоединившись к своим диким сородичам. Но в течение нескольких последующих лет тигр иногда ненадолго появлялся около дома Андрея, хотя и держался на значительном расстоянии, не проявляя ни малейшей агрессии. Уже 2 года до настоящих событий Андрей ни разу не видел Дика и уже начал беспокоиться, не случилось ли чего-нибудь с его старым мохнатым другом. И вот теперь спасательная команда осматривала ослабшего тигра и, наконец, выяснила причину его плачевного состояния. Дик был сильно истощен, а его зубы были серьезно инфицированы. Похоже, он жестоко подрался с соперником, отстаивая свою территорию, либо пострадал во время охоты. Судя по размерам и степени запущенности инфекции, тигру требовалось срочное лечение. Команда решила забрать Дика в спасательный центр и попытаться вылечить инфекцию. Людям удалось погрузить потерявшего сознание зверя в кузов грузовика, и они отправились в путь. Андрей был рад, что Дику окажут квалифицированную помощь, но в то же время мужчина был опечален тем, что на этот раз он не сможет ухаживать за своим старым другом. На следующий день Андрей позвонил в спасательный центр и узнал, что ветеринары удалили тигру нарыв и начали курс интенсивной терапии антибиотиками.
Однако прошло еще несколько дней, когда Андрею позвонили из спасательного центра и сообщили шокирующую новость. Дик каким-то образом вырвался из клетки и сбежал из центра. Тигр оказался на свободе, в незнакомой местности, рядом с небольшим городом, где жили люди. Спасатели предупредили население об опасности и немедленно начали поиски сбежавшего хищника. Ситуация была очень опасной, ведь ослабленный серьезной инфекцией Дик мог случайно наткнуться на ничего не подозревающих людей или попасть в ловушку браконьеров. Команда прочесывала окрестности, устанавливая ловушки и маячки для отслеживания перемещений тигра. Прошло несколько дней, но поиски так и не дали никаких результатов. Наконец фермер, живущий недалеко от города, сообщил, что он заметил тигра на окраине своих владений. Команда тут же выдвинулась на поимку хищника и нашла его в лесу рядом с фермой. К счастью, спасателям удалось усыпить тигра с помощью дротика с транквилизатором. Команда оцепила окружающую территорию и приступила к погрузке зверя в специальный фургон. По возвращении в спасательный центр уставших, но довольных спасателей с облегчением встретил остальной персонал, готовый возобновить усилия по восстановлению здоровья хищника. Тигра поместили в безопасный просторный вольер, оборудованный всем необходимым медицинским оборудованием. Восстановление заняло много времени, но с каждым днем здоровье хищника постепенно улучшалось. И вот наступил день, когда команда поняла, что зверя можно выпускать обратно на свободу. Спасатели отвезли Дика подальше в лес, где он снова смог бы чувствовать себя, как дома. Тигр неспеша пошел к зарослям, а люди радовались тому, что им удалось спасти жизнь этого грациозного хищника. Андрей тоже стоял поблизости и испытывал смесь грусти от прощания и радости от того, что Дик полностью выздоровел и возвращался домой. История Дика, который дважды избежал гибели благодаря самоотверженным усилиям людей, разнеслась по всему миру. Она тронула сердца многих, став ярким символом сострадания, доброты и беззаветной преданности благородному делу сохранению дикой природы. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.